Распаковка. Мы все еще продолжаем готовиться к поездке, которая уже на носу у Саши. Мы такое придумали, сами от себя просто в восторге. Все знают, что мы уезжаем в Турцию. Я от этой идеи в восторге. О, и 40 злотых. Ребята, 40 злотых. Подаем документы на карту побыта почтой. У нас тут получился целый офис. Фотографии тоже сами делали, печатали в Росмане. За какое-то время пожили, что-то успели сделать. Например, столы побыт. Выглядит как шампанское. Распаковка. Приперли с Сашкой с магазина. Сейчас пакет влетает. Как дополнительно? А мне надо вот так вот поймать. Ну, не знаю, нормально. Хороший ход придумал. Короче. Экшен. Экшен. Ну, в экшене мы не были. Не скучное видео. Сашка решил повеселить вас на видео. Ребят, красавцы. Вот такие фисташковые. Но мы их взяли, потому что они были на скидке. Вообще в нашу продуктовую корзину очень часто стали попадать сладости. Хотя мы стараемся есть овощи, но эти сладости... Подожди. Сладости были в Болгарии. Мы-то сами мороженое. Да. Мороженое, но сейчас мороженое на скидке постоянно. И мы жрунькаем его. Утреннее мясо. Это вот мы сейчас взяли такой с перца индыка из грудки индюка. Мой самый любимый манго. Ой, фу, манго! Авокадо. Авокадо. Мой самый любимый. Это как раз утреннее все. Это все утреннее, это тоже на утро. Ну, постоянно, это каждую неделю мы покупаем, это стандартово. Огурцы мы взяли немного, потому что у нас еще, короче, там есть. Это тоже утро. Хлебцы. Мне нравятся вот эти вот с солью. Вот эти вкусные. Сашкина утренний хумус. Причем там прикольно, Ой. что паприковый это оценка по здоровой еде, Вот по этой шкале. а помидоровый С. Я не чаще знаю, беру почему. этот. Ну, сушеные помидоры, там больше углеводов. Может там типа какое-нибудь масло добавляют? Ну, там жиры, углеводы больше. Самый вкусный творожок, по мнению Саши. О, давай попробуем. Сейчас. Смотрите, попробуем. на неделе тайской... Ой, это какая-то азиатская неделя в Лидле. И такой вот чай двухлитровый. Японский стайл. Паста. Всегда смотрите, чтобы в пасте было 1450 ppm этого флура. Тогда эта паста хорошая. Это для унитаза. Это молоко мы взяли с гаража. Это барускис. То, что у меня уходит всегда, это сушеный укроп. Я его использую везде. Я не знаю, мне так нравится, я везде его вот так вот сыплю. Потому что так вкуснее. Саша это не любит, но я это обожаю. Была на скидке пельмени. Я люблю, но и Саше приходится это есть. Ну, потому что куда он денется? О, смотрите, нашли вот такие вот маленькие сухарики. Мне показалось. Еще и это из Португалии? Прям сделано? Я Что-то сомневаюсь. собака наша закашляла. И правда сделано в Португалии? Интересно. Они даже выглядят как плиточки. Угу. Ну, и дизайн, Португальские. и сами сухарики маленькие. Прикольно. Ну, это вот в Бедронке были. А вы знали, что Бедронка — это португальская сеть? Я думала, это польская. Ну, название. выкупила португальская компания. Там же написано Джеронимо Мартинс какой-то. Мартинс. Я не знала, это мне Сашка рассказала. Это тоже утреннее мясо. Это из куриной грудки. Ну, это, не знаю, майский Ревзя. арбуз. Это... Арбуз. Что-то Половинка новенькое. арбузика продавалась. Мы с Сашей долго выбирали эти половинки. Там много было половинок. Мы, короче, выбрали... Ну, не сильно пахнет арбузом, но так захотелось, когда увидели вот этого красавца. Давай чаек попробуем. Выглядит как шампанское. Как зеленый чай. С этими, с цитрусами. Как Ну, будто и- просто домашний зеленый чай, но с лимоном И с сахаром. и с сахаром. Просто обычный домашний зеленый лимонный чай. Ну, неплохо, но... Мне нравится, он кисленький, и он вяжет немножко. Нет? Ага. Ну, танин. Ну, вкусный, холодный. Пусть стоит, до Турции выпьем. Вышли тут погулять во двор.
Тут такая горка, высоко надо забираться. Ну и естественно. Чупсик это не высоко. Да, естественно, Чупсик уже забрался, все уже ходит, там все так не есть ничего. И вот так вот тяжелее, конечно, его контролировать. И вот сейчас вниз будет спускать. Ой, молодец. Прыгун этот. Тут белок встретил. Да, тут у нас... В районе. На этих деревьях. Вот у нас очень часто вот здесь вот белки бегают. Они прям по двору бегают, вообще не боятся. И меня не было, и Сашка был с ним гулял. И вот он мне рассказал, как Чупсик встретил белок. И что-то у них контакт какой-то произошел, да? Понюхались. Ну, почти. Я была в шоке, как-то белка подошла к собаке. Она типа не очень близко. Мы вышли на второй выгул для Чупсика, и заодно нужно забрать посылку. Пришла очередная наша посылка. Там что-то очень вкусное, и этого вкусного очень-очень много. Пришли, Даш, батькомат такая маленькая. Блин, они не доложили вкусняшек, видимо. Но эта распаковка обязательно должна быть. Это 2 килограмма вкусняшности. Мы сейчас так вкусно пообедали. Мы сделали вон в той нашей ниндзя нереально вкусную бэйби-картошечку. Первый раз. Мы обычно запекали, ну или там жарили. А тут вот именно, скажи мне... На гриле? Да, на гриле. Я сделала 220 градусов и 16 минут. Представляете, за 16 минут приготовилась картошка. Я приправила эту картошку всякими приправками. Закинула на 16 минут, и она просто какая-то прям сочная получилась, да? Да. Короче, ниндзя мы советуем. Мы вообще очень часто говорим про ниндзя, что это хорошее, но так и есть, по факту. Классная машина. Дома гриль электрический. Если что-то варить, потом там есть спиди, вы можете сверху положить мясо, а внизу будет готовиться гарнир. И все это займет там минут 20-25. Круто. Нам очень нравится. Мы уже 2-й год им пользуемся. Ребят, все знают, что мы уезжаем в Турцию. Дайте Чупсику понюхать. Все знают, что мы уезжаем в Турцию уже очень скоро. Уже осталось 1,5 недели. И мы в сборах чемодана хотим всем привезти какие-то... Ну, всем, я имею в виду, нашим родственникам, знакомым, какие-то... ну, чтобы им достались какие-то вкусняшки от нас, какие-то мини-презентики. И поэтому здесь идет полный... Что? Досмотр. Досмотр, точно. Полный досмотр от Чупега. Класс. Покажи. Ведель. А Ведель это ж... Ну, это же Ведель. Это же самая-самая польская шоколадная сладость. Империя. Ну да, империя, сладость. Она уже не польская? Лежит. Ну, выкупили там. Сейчас все принадлежит. Китайцам? Железом, крафтом. О, блин, выкупили? Я думала, Ведель это польская. Подождите, не написано. А может? Ну, типа, главный владелец не в Польше, а так-то... Посмотрите, вы видели когда-нибудь у одного человека, у Сашки, столько много шоколадок? И мы решили взять, ну, какие-то интересные виды, не просто молочный шоколад, ну, чтобы вот такой был. За одну вот штучку 7 злотых или 8? Не помнишь? 6. За одну плитку. 6 злотых. Это намного даже дешевле, чем в магазине. Мы на Allegro купили. В магазине уже шоколад, наверное, злотых 10 стоит. Вот мы смотрели в Бедронке, типа, была акция. И одна шоколадка очень простая, базовая, 90 грамм, 10 злотых. На. И, ну, типа, была акция 2+1. Ну, то есть все равно почти 7 злотых за шоколадку, обычную 90 грамм, а тут 100 с начинкой классной. Такой двойной шоколад. Ну да, она очень интересно выглядит. И мне кажется, вот, ну, такой в презент как кому-нибудь очень будет приятно от нас. Как раз. Но мы хотели именно польское, потому что я знаю, что Милка уже точно продается в Беларуси, Киндер тоже продается в Беларуси, а вот это что-то такое интересное. Приехали тут всей семьей нашей большой мыть машину. Как шумно! Сейчас Сашка нанес такой специальный раствор на колеса и наверное, от масла убирает, вот, чтобы колеса были такие там внутри не грязные, не масляные, да? Это пыли колодочные.
от пыли колодочной, а я сказала от масла. Ну, от пыли колодочной, да. И сейчас Сашка какой-то такой водичкой, какой-то пеной как прошелся. довольно чисто. Но. Просто смыть пыль от постоя долгого. Да, просто мы поедем в Варшаву на машине и оставим машину там на неделю. И все равно она будет стоять под открытым небом, но... А потом уже приедем и еще раз помоем. Просто так освежить. Еще мы всегда от мойки отъезжаем вот так на бок, чтобы просушить немножко машину. И вот такими полотенцами, благодаря этими полотенчиками, мы убираем вот такие капельки. И она быстро сохнет. И у меня тоже такая вторая. Пойду Сашке помогать, чтобы быстрее. Мы все еще продолжаем готовиться к поездке, которая уже на носу у Саши. И у меня уже есть на носу коробочка. Открывай, Сашка. У меня сейчас прикол в голове родился, но я не знаю. Ну, если кто следит там за польскими новостями, то у нас тут на днях такой типа был, ну, как новость или как скандал, что кандидат в президенты там типа какой-то... это мы с тобой видели. Снюс подкидывал себе, да. Ну, сказал, что это жвачка. Ну, я просто мы верим. И представил, что... Что ты тоже... Я слежу, Саши снюса нет. Нет, ну ситуация смешная. Блин, я забыла, мы что ж, недавно этот ролик смотрели. Открывайся. Давай, открывай. Что вы? Короче, это духи от Зары. Это аналог Libre и Saint Laurent. Но мы уже открывать коробку не будем. Ну, просто, чтобы вы знали. Духи аналог Libre и Saint Laurent. Тут уже открыто. Тут уже открыто? Чё? Кто открыл? Не открыто. Закрыто. Так вот оно что. Открыто, вот гады, представляете? Посмотри, давай откроем, может там выпшикано. Там должно быть две. Да. А это мужские, тоже на подарок. А тут, смотрите, целый набор. Но он вроде целый. Блин, или он выпшиканный. Я сейчас боюсь Да не может быть. Выглядит Вот это полный? Да. Полный ребзи. Но вот этот вот женский парфюм от Yves Saint Laurent, Libre, это мои самые любимые. Осень, зима. Но у меня, вот, видите, у меня уже осталось вот чуть-чуть. Это запах. Ну, просто любимчик. Я его обожаю, ни на что не променяю. Куплю еще одну банку точно. Точно такую, да, как у Сашки. Не поменяли. И тут, кстати, крышка вот такая магнитная. Приятно. А у меня вот в этой Libre обычная. Но это тоже такой вкусный, приятный аромат. А второй это то же самое, только travel-версия. Прикольно. Вот так с собой в путешествие брать. Или просто в машине, чтобы брать. Ну, короче, человек сам разберется, что делать с маленькой версией. Такая красивая бутылочка. Мы такое придумали, сами от себя просто в восторге. Ну, Нет, это мы придумали. Я типа подкинула идею, а Сашка такое говорит, в принципе, неплохо. Но поэтому, наверное, начнем с того, что мне нужно сделать карту по быту. Уже как бы поджимает время. Да, и мы так и не поехали в порядке живой очереди, потому что мы там проконсультировались у Саши на работе и сказали, что можно почтой просто подать документы. Разницы в рассмотрении не будет, только мы потратим время в очереди. Поэтому мы решили подать почтой. Вот мы собираем документы. Печатать надо кучу всего. Плюс нотариальные копии делать. Но это, мы отдельно еще поедем. Еще не все готово. Да. Ну, а печатать, не знаю, столько страниц. Плюс нам надо распечатать в отпуск бумажки, так что идея... И вот наша идея фикс. Мы такие подумали и решили, почему бы не посмотреть на OLX, может кто-то продает принтер. Саша говорит, а где это доробло держать будем? Я говорю, здесь гараж. Да, знаете, там потом разберемся. Можно перепродать. Если что, да, можно перепродать. Короче, Саша посмотрел на OLX, недавно выставили объявление, и там за 50 злотых принтер и сканер. И плюс он струйный, вот лазерный. Вот мы едем покупать. А Саша еще страховался 10 злотых. Так, на бумагу. Поэтому мы едем за ним. Поехали. Приехали в такой частный сектор, и где-то здесь, в
каком-то из домов. Пойдем собирать наш принтер. Вообще я от этой идеи в восторге. Ну вот мы и забрали 2 провода, есть Xerox, он проверил, работает или нет, то есть показал нам, что работает. Ну и, короче, там трохи бумаги есть, но нам надо еще в Action заехать, все-таки бумагу купить. Просто вниз вытягивай. Вот эту. Там просто... Да. Да не, просто сунь обратно, да. Трохи есть бумаги. Не знаю, хватит. Лучше заедь. Не, мало. Не, да, мало. лучше еще доехать купить. Че и бумага? И 40 злотых. Ребята, 40 злотых. Ну и купили бумагу за 13 злотых. Считай, отбили скидку. То, что нам дали за друкарку. И я еще купила вот такой органайзер. Мне надо, короче. И все, едем домой. Ну и по пути еще заехали на заправку. Так как мы уезжаем на машине в Варшаву. Поэтому нужно заправить машину. Не знаю, вдруг кому-то интересны цены. За полбака мы отдали 137 злотых. И бензин стоит за литр 5,74. Так что вот такие цены. Но уже намного лучше. Не знаю, месяца 4 назад цены были куда выше. У нас тут получился целый офис. Сашка установил драйвера на ноутбук. На ноутбук? Куда на ноутбук? драйвера. Да. Вообще и вот так все выглядит. легко. Очень легко. Мы проверили, даже вот этот сканер работает. Копия вообще лучше Копия. оригинала вышла. Да. Нам повезло, там еще краска была. Так что мы не покупали. Что-то просит. Проверьте внутри, в общем-то, краска есть. Дальше будет печатать. Краска есть. Листы есть. Поэтому распечатываем свои документы. Подожди, он зажмет, нет? Зачем? Ну все, завтра подаем документы на карту побыта почтой. Все готово, осталось нотариальные копии сделать, и договор. Подписать и завтра завести, сделать копию договора, в том числе. Плюс тут где-то список есть, что... распечатали все почти идеально. Чуть-чуть бумаги попортили. Но в целом хорошо. Но он не идеально печатает, но нас предупредили. Сколько мы уже страниц? 30 распечатали. Мы окупим его за пару таких распечаток. Тонер пока не заканчивается. Тем более это лазерный, он вообще в обслуживании особо недорого стоит. В итоге внесок на 12 страниц бахнули. Фотографии тоже сами делали, печатали в Росмане. Ничего сложного. Есть везде описанные правила, сколько там лицо должно занимать. Есть такие типа трафареты, можно поподставлять. 4, 6, 8 фоток делаешь на 9 на 15 фотобумаги. И в Росмане, пожалуйста, спокойно распечатаешь. JPEG, PNG, наверное, можно. Потом, что нам надо сделать у нотариуса? Копия всех страниц заполненных паспорта, именно нотариальная. При подаче почты, как я узнал, понял, не знаю, как мне сказали, это все должно быть нотариальные копии, потому что если подаешься лично, то этот сотрудник уже сам проверяет, и за это ты платишь, там, по-моему, 5 злотых страницу за сверку с оригиналом. А тут, это делает нотариус, поэтому оригиналы, наверное, не нужны в целом. Либо только при вызове на отпечатки. Посмотрим. Копия паспорта, копия умови винайму мешкання, моя децизия копия, потому что на основании сталого побыта есть. Собственно, внесок это типа полончення з родином, то есть со мной по сталому побыту. Потому что до этого был побыт часовый, иные обстоятельства, и по ним нельзя было работать без разрешения. А вот сейчас мы хотим обойти эти все ограничения. Дальше нотариальная копия моей умови о праце сделаем. И свидетельство о браке у нас есть уже нотариальная копия. Обычные копии нужно моей карты по быту, Олиной карты по быту. Мы сейчас сделаем на своем ксероксе. Копия децизии есть, распечатали. Складки ЗУС
Ну, потому что это как бы страхование. Ну, у нас ЗУС. Если нет ЗУСа, там покупается обычная страховка на год в любой страховой компании. Ну, кто, ну, как бы через столько лет, как бы уже обычно ЗУС у всех. И нам осталось еще сделать оплату и распечатать подтверждение. Собрать все в кучу, пойти на почту. Как бы отправить это все, получается, письмо, которое с подтверждением получения, как-то там, ну, название я сейчас не буду вспоминать, но, короче, разберемся. Дальше должна прийти обратно там, в течение дней 10 какая-то желтая бумажка, так называемая, в ящик. И это вместо печати. По сути, подтверждение легального пребывания на время ожидания. И при вызове на отпечатки уже ставят в паспорт печать красную. И это вообще легально. Просто ждешь полгода, год, как повезет. Можно меньше, чем полгода, не знаю. На этом все, наверное, в этом видео. Надеюсь, было и полезно, и интересно, и развлекательно. Как бы стараемся делиться всякими полезностями, потому что уже какое-то время пожили, что-то успели сделать. Например, сталый побыт, извините. Ну и в целом, надеюсь, заслужили какого-нибудь лайка. Всегда полезно и приятно. Сам люблю поддерживать такой полезный контент, потому что много разных дел, которые нужно решать. Много всего полезного можно найти, особенно на YouTube. Поэтому будем рады подпискам, лайкам и поддержке канала. А в следующем видео будут полноценные сборы в отпуск уже, я думаю. Будем чемодан набивать по полной, потому что много всего надо увезти. Возможно, у нас будет перегруз, но мы-то подготовлены. У нас-то есть весы специальные. Так что спасибо большое, что были с нами. И до скорых встреч. До скорых встреч. Пока-пока.